Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Максим Радайкин и главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Хабек. США будут шантажировать Германию энергоносителями. Министр экономики Германии Роберт Хабек предостерег Европу от чрезмерной зависимости от энергоносителей США и призвал регион держаться вместе в ответ на действия новой администрации Дональда Трампа. Владимир, а так разве энергоносители из США могут нести какую-то опасность? Разве не к этому они стремились, отказываясь от тоталитарных энергоносителей из Российской Федерации? Да, безусловно. Они стремились к молекулам свободы из США, чтобы отказаться от тоталитарного российского газа. Ну, собственно говоря, вот то, что они получили в итоге, это зависимость от США, от которой несколько запоздало предостерегает Хабек, предлагая странам Европы объединиться для... А вот дальше возникает вопрос, для чего? Поскольку Европа отказалась от российского газа, поставки которого составляли более 150 миллиардов кубометров в год, соответственно, сейчас нужно искать какие-то альтернативы. Да, они, безусловно, есть Катар, который собирается поставлять в перспективе до 100 миллионов тонн СПГ. Есть США, где бури, детка, бури, мистер Трамп собирается увеличивать объемы добычи и разрешить строительство новых терминалов СПГ и производство нового газа, но тут проблема значительно шире и глубже. Дело в том, что Германия достаточно давно находится в серьезной зависимости от США, и началось это не сегодня и не вчера. Ну, я напомню, что после Второй мировой войны, когда был введен так называемый план Маршалла по поддержке стран Европы, пострадавших от войны, Германия, соответственно, тоже была включена в этот план. Другое дело, что это был не социальный проект и не благотворительность. Этот план предусматривал серьезное проникновение США в экономику и политику Европы и прежде всего Германии, с которой, напомню, США воевали, поэтому, естественно, контролировать экономику, политику побежденной страны, это, ну, в принципе, камильфо с точки зрения США, это было правильно, актуально и так далее. Ну, собственно говоря, за это время мало что поменялось. На территории Германии находится порядка 200 военных объектов США, порядка 40 военных баз. Ну, собственно, напомню, да, про ту самую базу «Рамштайн», где происходят встречи с Зеленским, где он выпрашивает деньги на новое оружие. Насколько я помню, там находится порядка там, ну, несколько десятков тысяч натовских военных. Ну, естественно, такая зависимость военная, она как бы обуславливает и все остальные зависимости. Плюс ко всему СДПГ и ХСС, это вот основные германские партии, это тоже, ну, где-то как-то своего рода продукт внешней политики США, которые активно помогали Германии после войны с партстроительством. Ну, поэтому, собственно, для США, Германия – это не только партнер по НАТО, но и такой серьезный конкурент, один из самых серьезных конкурентов в Европе, поэтому США всегда стремились держать Германию в состоянии глубочайшей зависимости, в том числе и энергетической. На каком-то этапе, когда Европа стала обеспечивать себя ресурсами газовыми прежде всего и из России, ну, что было логично, удобно, экономично и эффективно, ну, с точки зрения логистики, с точки зрения цены, э, это, безусловно, Штаты напрягало. Поэтому я, кстати, напомню еще один важный момент. Если мы думаем о том, что вот сейчас пришел Трамп, а Маск, наускиваемый Трампом, нападает там на Германию, на ее политический строй, обзывает Шольца всякими плохими словами, это на самом деле далеко не
новация нынешнего срока Трампа. Давайте попробуем вспомнить, что было в предыдущий срок Трампа, когда также шла речь о том, что Германия должна закупать американские ресурсы, против Германии должны вводиться дополнительные пошлины и всякие торговые ограничения. То есть, как бы это не сюрприз, это всегда было. Поэтому, собственно говоря, то, что сейчас происходит, это, в общем, достаточно последовательное продолжение многолетней политики США по контролю над основным таким своим сателлитом слэш конкурентом в Европе. И у Штатов это достаточно успешно получается. Ну, наверное, наибольший вклад в борьбу за контроль над Германией, отсоединение ее от каких-либо альтернативных энергетических ресурсов сделал предыдущий президент Байден, который так долго угрожал Северному потоку, что тот просто не мог не взорваться. Ну, собственно говоря, сейчас Германия находится в серьезной энергетической зависимости от США, потому что все приемные терминалы СПГ строятся в основном именно под американский газ. Другое дело, что сейчас такая интересная ситуация, когда Германия находится на некотором таком распутье. С одной стороны, они очень ждут газ из США, с другой стороны, они не хотели бы попадать в зависимость от него, но в то же время они настроили большое количество приемных терминалов, прежде всего, под этот газ. И теперь для того, чтобы хоть как-то оправдать экономические затраты на строительство этих терминалов, этот газ нужно в конце концов получать. И они будут это делать. Как сказал сам Хабик, там очень интересная была цитата, что мы должны обратиться к США с протянутой рукой, но при этом не должны допустить, чтобы нам эту руку там откусили или отрубили. Вот как он это собирается исполнить, я не очень понимаю. Может быть, это намек на то, о чем говорила еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен, которая анонсировала механизм совместных закупок газа в ЕС. Другое дело, что, опять же, не очень понятно, как это будет работать и какую роль здесь будет играть сам ЕС, а также хотелки отдельных стран, как это будет финансироваться. Ну, то есть как бы Германия в данном случае попадает, ну, наверное, уже в двойную зависимость и от газа из США, и от идей фон дер Ляйен о том, как этот газ нужно совместными усилиями закупать. Поэтому заявления эти скорее такие, ну, не то чтобы от безысходности, но скорее популистские, потому что противопоставить энергетическому контролю со стороны США Германии фактически нечего. То есть каких-то альтернатив, которые могли бы дать Германии свободу для маневра, у них нет. Закупать газ, ну да, возможно, они надеются на поставки с Ближнего Востока, где немецкие компании участвуют в ряде проектов по добыче газа и производству СПГ. Другое дело, что этого явно будет недостаточно. Плюс ко всему, неполный контроль – это практически не контроль. И поэтому надеяться на то, что удастся в связи с этим договориться на какие-то стабильные поставки по невысоким ценам, ну, это, скорее всего, утопия. То есть Германия так и будет закупать газ по споту, собственно, на базе тех цен, которые существуют на европейском спотовом рынке, плюс ко всему испытывая давление в связи с конкуренцией с Азией. Ну, а как мы знаем, Азия достаточно много и регулярно закупает в больших объемах СПГ по всему миру. И были случаи, например, когда газовозы даже меняли, так сказать, точку выгрузки, потому что за то время, пока газовоз шел в Азию, менялась ситуация, и в Европе газ становился дороже, газовоз разворачивался, а пока он разворачивался, ситуация опять менялась. Но ставки фрахта тогда на газовозы были настолько высоки, а газ стоил так дорого, что, в общем, даже вот эти болтания в море туда-сюда, а потом в изначальную точку, они все равно окупались. Поэтому я не знаю, что сможет Хабик предложить в качестве альтернативы, чтобы Германии не откусили руку. Владимир, а вот часто утверждают о том, что вот американские СПГ заполняют Европу, а
по факту же это европейские компании, ну, корпорации, закупают газ на станциях по сжижению в США по принципу «сжижай или плати». И, по сути, они сами его покупают под эти условия, сами его перекидывают в Азию, если это выгодней, сами его закачивают в хранилище, а потом ждут момента, чтобы перепродать с иксами X2 в цене. Или все-таки это США такие злые? Ну, вы абсолютно правы. Торговля СПГ – это, в общем-то, дело не государственное. Здесь нельзя говорить о том, что злой Трамп сидит и повышает цены на государственные СПГ США для того, чтобы бедняжка Шольц потратил много денег и впал в очередную зависимость от США. Естественно, это дело коммерческих компаний, потому что, собственно, вот эти все терминалы на побережье США, все эти Калкасьо, Сабин Пас и так далее, это все частные компании. Соответственно, газ добывают тоже частные компании. Естественно, покупают его те же самые европейские частные компании, которые, соответственно, поставляют его в Европу и продают потребителям, получая прибыль. То есть, да, действительно, это работает именно так, поэтому здесь все зависит от рыночной ситуации. Ну, а рыночная ситуация такова, что США выгодно экспортировать газ, поскольку на внутреннем рынке в силу объема производства газ достаточно дешев, что хорошо для внутреннего рынка США и хорошо для экспорта, потому что газ в Европе чрезвычайно дорог. Насколько я помню, сегодня цена составляет около $530 за 1000 кубометров, то есть это, в принципе, вполне приличная цена, которая позволяет действительно с большим удовольствием США поставлять этот газ. Плюс ко всему неоднозначная складывается ситуация, поскольку то, что Трамп сказал по поводу запуска новых проектов, это сказано сегодня. А вот когда эти проекты реально заработают, то есть это, наверное, явно какой-нибудь 27-28 год. Поэтому одномоментно увеличить объемы поставок газа для Европы США, безусловно, не смогут. Опять же, все какие-то крупные проекты, типа катарского проекта, вот там, северного этого месторождения, это тоже поступательный вопрос. И одномоментно увеличить объем производства будет сложно. Да, Европа действительно потеряла очень много потребителей газа, и объемы потребления газа в Европе резко сократились, но тем не менее перспектива того, что ну, не то чтобы за газ будут драться, но конкуренция за него будет серьезная, это действительно так, потому что объем производства растут медленнее темпов потребления. Ну и, собственно говоря, мы это видим на примере многих стран, которые до какого-то момента были нетоэкспортерами газа, но в силу развития собственных экономик они были вынуждены сокращать экспорт, потому что оказалось, что газ нужен им самим. Ну и, собственно говоря, это происходит по всему миру, экономики растут, экономики у нас энергозатратные, требуется много газа, много электроэнергии, одни только ЦОДы, вот эти вот центры обработки данных начинают потреблять все больше, больше и больше электроэнергии, и, собственно, сейчас уже даже речь идет о том, что у нас основными потребителями в ближайшие годы будут именно ЦОДы, которым требуется стабильная поставка электроэнергии. Это, кстати, еще один момент, почему трудно рассчитывать в данном случае на возобновляемые источники энергии. Они слишком нестабильны с точки зрения производства, они слишком зависят от погоды, и поэтому объемы потребления у них такие пиковые, вернее, объемы выпуска электроэнергии. Отсюда нужна стабильность. И, соответственно, получается, что эти крупные энергозатратные как бы объекты, без которых уже трудно представить современную экономику, будут требовать все больше и больше энергии, и, соответственно, будет требоваться все больше и больше газа для производства этой энергии. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Нефтекапитал. Мы очень часто берем там идеи для наших роликов. Также можете подписаться на Геоэнергетика Инфо. Все ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.